Черная рука, она же La Mano Nera. Это одно из наиболее неправильно понимаемых явлений в истории американской преступности. Довольно часто черная рука изображалась как хорошо организованная группа вымогателей, которые объединялись в банды и координировали действия по всей стране. Но другие же источники описывают черную руку как раннюю версию американской мафии. Но более современные криминологические исследования не признают как ни одну, так и ни другую версию. И тогда возникает вполне резонный вопрос. А что же такое эта ваша черная рука? Ну, одно можно сказать точно, что это был настоящий этнический феномен в начале 20 века, который, что самое интересное, непонятно как и откуда вообще взялся, но, что самое главное, продолжался целых 30 лет. И который примерно точно так же непонятно как просто взял и прекратил свое существование, как будто его вообще никогда не было. Но отныне вымогательство денег у более-менее зажиточных итальянцев теперь приписывали таинственной черной руке, или же La Mano Nera. Чтобы вам было проще понять, я зачитаю отрывок из журнала Everybody's Magazine 1908 года, в котором описывали, что из себя представляло это явление. Там говорилось следующее. Это было письмо с ужасающим символом черной руки и подписью La Mano Nera с требованием заплатить под угрозой смерти, которое затем просовывали в щель под дверью или же бросали в почтовый ящик многоквартирного дома. Если же требование в письме будет проигнорировано, то вскоре ожидайте взрыва самодельной бомбы или даже кого-то найдут зарезанным. Это и есть черная рука. Чтобы разобраться в этом явлении, давайте перенесемся в конец 19 века. На тот момент уже больше полумиллиона итальянских иммигрантов отправились в США в поисках лучшей доли, поскольку экономические и политические условия на их родине все ухудшались, а эмиграция из Италии в Новый Свет, наоборот, с каждым годом все росла. Условия, в принципе, как и для любых других иммигрантов в те годы, были ужасны. Самой распространенной картиной было отсутствие разделения по какому-то статусу или классу, то есть это выглядело следующим образом. Рабочие, безработные или же наоборот квалифицированные специалисты, все они были вынуждены ютиться на одном жилом пространстве. Доходило до того, что в двухкомнатной квартире могли ютиться от 2 и более семей. Очень красочно эту ситуацию описывал мафиоза Джо Валачи, сын неаполитанских иммигрантов, который был вынужден ночевать в конюшне из-за клопов и паразитов, которые буквально заполонили их квартиру. 80% иммигрантов из Италии были с юга, то есть самой бедной и отсталой части, но самое главное – бандитской. По прибытию на американскую землю итальянцы старались держаться принципа компаэзанима, то есть землячества. Это выглядело следующим образом. Сицилийцы селились рядом с сицилийцами, неаполитанцы рядом с неаполитанцами, калабрийцы рядом с калабрийцами, ну и так далее. Но, несмотря на все эти социальные и политические факторы, самой главной проблемой были эти так называемые общества чести, которые и терроризировали южан. А теперь представьте, каково же было разочарование, когда, ступив на американскую землю обетованную, эти бедные люди столкнулись с абсолютно той же проблемой, от которой они буквально и бежали, а именно бандитским произволом. И довольно часто получалось, что эти так называемые люди чести оказывались со своими будущими жертвами на одном корабле. Я не просто так рассказал о нелегкой доле итальянских иммигрантов в США на рубеже веков, и чуть дальше вы поймете почему. Итак, 1903 год. Кульминационный момент, который буквально изменил вообще всю игру. 3 августа 1903 года богатый бруклинский подрядчик Никола Капиелло получил письмо с требованием: $1000 или твой дом будет взорван, а твоя семья будет убита. С подписью La Mano Nera, она же черная рука. И я сейчас сразу хотел бы пояснить, это не первый случай вымогательства черной руки. Это первый зафиксированный прессой случай вымогательства черной руки. Но это письмо привело к тому, что первое дело черной руки попало в заголовки газет и послужило началом новому термину, который отныне применялся вообще ко всем насильственным преступлениям, совершенных в итальянских кварталах.
То есть, как это было? Произошла поножовщина между соседями? Это черная рука. Произошло какое-то бытовое насилие и жена зарезала своего мужа? Так это черная рука. Пьяные работяги подрались со смертельным исходом? Вы таки не поверите, но теперь это тоже черная рука. И примерно так будет в течение, как минимум 2 десятилетий. Вскоре сообщения о настоящей черной руке стали распространяться в газетах. Некоторые репортеры считали, что это была тайная организация, даже более устрашающая, чем мафия. Или наоборот, что это было какое-то ответвление сицилийской мафии, которое уже распространялось по всем американским городам. Но были и те, кто вообще оспаривал существование какой-либо единой организации черной руки, утверждая, что итальянцев грабили свои же земляки, которые просто нашли в новой стране более легкий и быстрый способ обогатиться. Но как бы то ни было, но в 1908 году число случаев вымогательств черной руки только по официальным данным достигло 424, а также 44 случая взрыва самодельных бомб. И с каждым годом это число только росло, а также распространялось и в других городах. Это уже стало как настоящая чума, которую невозможно было остановить. Неконтролируемая ситуация с черной рукой заклеймила итало-американское сообщество, да и итальянцев в целом. То есть политическое влияние проблемы черной руки было настолько велико, что оно даже повлияло на дебаты по поводу контроля итальянской эмиграции, а также вообще к ее сокращению и усилению контроля в портах. С того момента власти начали продвигать инициативу о налаживании взаимоотношений между полицией и итало-американским сообществом для борьбы с этой общей угрозой. А теперь оцените масштаб трагедии. В Нью-Йорке, то есть самом большом городе, только 40 офицеров могли разговаривать по-итальянски, из которых лишь только пара человек вообще могла понимать южный диалект. А самое главное, что эти офицеры быстро стали известны преступникам в этих общинах. Так что можете представить, насколько плачевна была ситуация в других городах. Именно отсюда были сформированы специальные отряды по борьбе с черной рукой, которые расследовали насильственные преступления в итальянских кварталах. Но проблемы с черной рукой теперь вышли далеко за юрисдикцией итальянских кварталов. В начале 1910-х годов уже были случаи, когда письма черной руки приходили и не итальянцам, и более того, не итальянцы сами отправляли такие письма. Но тем не менее, были также и подвижки в расследованиях. Появилась вообще хоть какая-то систематизация. Расследования показали, что деятельность черной руки была больше сконцентрирована в тех итальянских анклавах, где проживали преимущественно покладистые и трудолюбивые жертвы, то есть южане. Некоторые же исследования выявили, что в районах, где проживали иммигранты из северной части Италии, такой проблемы вообще не было. Из-за своей таинственности и нежелания жертв давать показания, полиция полагала, что черная рука была тесно связана с мафией, и вскоре появился новый официальный термин – общество черной руки. Со временем термины «черная рука» и «мафия» стали почти взаимозаменяемыми. То есть любой арестованный вымогатель черной руки автоматически в глазах прессы и правоохранительных органов становился мафиозом. Например, Уильям Флинн из секретной службы, который, кстати, расследовал и преследовал мафию, считал ее так называемым обществом черной руки. Со временем многие историки считали, что американская мафия изначально представляла собой вот эти вот банды вымогателей. Но в то же время коллега Флинна, лейтенант Джо Петрозино, глава нью-йоркского отряда по борьбе с черной рукой, выдвинул очень интересную гипотезу, сказав, что черная рука идентична Каморре, и что это не метод сицилийской мафии. И вы даже не представляете, насколько Петрозино был прав. А теперь давайте перенесемся с 1903 года, когда произошел первый зафиксированный случай вымогательства черной руки, в 19 век, на несколько десятилетий назад. Например, в Новый Орлеан 1860-х годов. В то время там уже прочно обосновалась мафия. Тамошние мафиози участвовали как в общественной жизни своей сицилийской общины,
так и в политической и общественной жизни города, при этом успешно ведя свой бизнес. В конце 1860-х годов в местном сицилийском преступном мире произошел конфликт. Были насилие, убийства, в общем все то, к чему мы так привыкли. Но вот один интересный момент. Хотя слово «мафия» в то время уже было достаточно известно, но в прессе писали, что в Новом Орлеане шел конфликт между так называемыми сицилийскими коммерсантами. Это я к тому, что никто и подумать не мог, что эти уважаемые члены общества были мафиози, потому что до этих событий их вообще не могли связать с каким-то криминалом. Но даже и после в отношении них даже никто и подумать не мог, что это была мафия. Это я к тому, что мафия действовала более изощренно и мимикрировала под респектабельных членов итало-американского сообщества. Но также хочется привести и другой пример. В то время на территории США мафиози запустили серьезную операцию по подделке валюты, которая охватывала множество американских городов. Естественно, это привлекло внимание секретной службы, поскольку, как они говорили, операция могла нанести весомый урон экономике США. А это, я напоминаю, все происходило еще до начала 20 века. Вот и думайте, с одной стороны, у нас есть люди, которые являлись респектабельными членами итало-американского сообщества, а с другой стороны, у нас есть люди, которые наладили операцию, которая буквально могла нанести вред американской экономике. А теперь вопрос. Будут ли эти люди опускаться до примитивного вымогательства, чтобы заработать какую-то жалкую пару тысяч? Ну, конечно же, нет. И все вот это я хочу резюмировать цитатой сицилийского мафиоза Антонино Кальдероне. Если бы мы подумали о вымогательстве, то нацелились бы на крупных землевладельцев или богатеев, а не на каких-то мелких лавочников. Понятное дело, что не мафия придумала черную руку и не занималась таким видом вымогательства, поскольку с презрением относилась к этому. Но тем не менее, деятельность черной руки была только на руку мафиози, поскольку оттягивала все внимание правоохранительных органов на себя. Но тогда возникает вполне резонный вопрос: а кто придумал эту черную руку? И, к сожалению, у меня вообще нет никакого точного ответа на этот вопрос. Но очень многое указывает на правоту лейтенанта Джо Петрозино в своих высказываниях, что это метод Каморры, которая на тот момент, подобно мафии, уже прочно раскинула свою сеть на американском континенте. Но только эта Каморра не была каким-то ответвлением общества чести в Неаполе, а была чем-то более сложным. Американская Каморра, как и американская мафия в будущем, объединяла под собой людей чести из Кампании и Калабрии, а вскоре раскроет свои объятия для всех итальянских преступников не сицилийского происхождения. Но особенно интересен в этой американской Каморре один сегмент, а именно Калабрийская Каморра. И вы сейчас наверняка такие: ну какая Калабрийская Каморра, ну что ты несешь, там же Ндрангета. Но как я и говорил, что тут все очень сложно и не так однозначно. Люди чести из Калабрии, прибывая на американский материк, также собирались в группировки, воспроизводя те же ритуалы и правила, как в родной Калабрии. Но при этом каждая группировка вносила собственный церемониал, отличавший их от остальных. Вот только есть тут одно такое небольшое «но». Не все они поддерживали связи с родной альма-матер в Калабрии, и не все новички, принятые в новой стране, считались людьми чести для своих конфрателей в Италии. Но тем не менее, вот эти вот калабрийские каморристи поддерживали тесные взаимоотношения между собой по всей стране, а также со своими собратьями по ту сторону американо-канадской границы, став неотъемлемой частью феномена под названием Американская Каморра. А теперь давайте вернемся в 1903 год. Никола Капиелло, зажиточный подрядчик из Бруклина, получил письмо с требованием заплатить, которое было подписано Ламано Неро. Капиелло, кстати, был неаполитанцем. Отправившего это письмо звали Бьяджо Джордано, который, как вы уже, наверное, догадались, был калабрийцем.
Что еще раз нас возвращает к тезису, что этот вид вымогательства придумали калабрийцы. Самое интересное, так это откуда появилась уверенность, что черная рука была каким-то единым обществом. И дело как раз таки в калабрийской каморре. В то время как в руки правоохранительных органов попадались одиночки, отправлявшие такие письма, или худо-бедно работая как какая-то небольшая банда, в начале 1910-х годов правоохранительные органы начали расследовать деятельность каморристов, при этом сами того не подозревая. В 1913 году полиция Нью-Йорка разогнала такую банду, которая не только писала письма и устраивала взрывы, но также занималась многими другими видами преступлений, как кража лошадей, грабежи и организация забастовок. Полицейские поняли, что это была уже не какая-то типичная мелкая банда вымогателей черной руки, поскольку там все было серьезно и структурировано. Одни люди занимались изготовлением взрывчатки и взрывными работами, другие писали письма, а третьи вообще искали жертв. Другая такая банда каморристи была раскрыта в White Plains. Члены этой банды называли себя Сачета, Каморе, де Лукре. Там была церемония инициации, кодовые фразы и иерархия. Они также были связаны с калабрийскими каморристи в Нью-Йорке, но их лидер, Франческо Филастро, был связан с Джузеппе Муссолино, известным дрангедистой в Калабрии. И они также имели контакты с калабрийской каморрой в Торонто, которую возглавлял родственник Муссолино. В 1913 году эту группировку разгонит полиция, но она продолжит свою деятельность через другого каморристу – Рока Пилигрина, калабрийца, который оперировал в Вестчестере и позже станет членом мафии. Была еще одна группировка калабрийских каморристи, которая действовала в Махоунинг-Вэлли между штатами Огайо и Пенсильвания, и которая также занималась вымогательством и которая также прекратит свое существование. Была только одна группировка, которая в итоге прошла испытание временем. В то время в Ньюкасл калабрийцы присылали письма с черной рукой владельцам мельниц. Возглавляли эту группировку Пол Ромео и Доминик Маламо. Они позже потом станут членами мафии Питтсбурга. Семья Корби, калабрийские каморристи и их группировка также занимались вымогательством черной руки и оперировали в Балтиморе и Вирджинии, а потом станут членами семьи Гамбино. И таких примеров было огромное множество. В пользу того, что калабрийские люди чести вели этот вид вымогательства, говорил даже тот факт, что в 1920-е годы, когда Ндрангета начала свою экспансию в Австралии, они также занимались таким видом вымогательства, а их самих также называли обществом черной руки. Но это ни в коем случае не значит, что только калабрийцы занимались этим. Например, в Паттерсоне, штат Нью-Джерси, лидером банды вымогателей был Гаэтано Питанелли, который предположительно был из Неаполя. В то же время и сицилийские иммигранты также стали практиковать такой способ заработка. Но самое главное, что теперь и мафия подключилась к этому. Но проблема в выявлении феномена черной руки как раз таки заключается в том, что этим занимались не только члены американской каморры, люди мафии, но и простые иммигранты. Тут мотивов было множество. Вот я в начале ролика говорил о нелегкой иммигрантской судьбе. А теперь представьте. Простой работяга-иммигрант, который вообще никак не связан с этими обществами чести, устроился на работу к своему преуспевающему земляку. У него с работодателем произошел какой-то конфликт, и, в общем, он лишился работы. Ведомый злобой и желая отомстить, он собирает своих друзей, и вместе они решают нацарапать письмо с угрозами, подписав «La Mano Nera». Его бывший работодатель просто игнорирует письмо и выбрасывает его в урну. И тогда ребята решают привести угрозу в действие и взорвать его бизнес. Но, поскольку они обычные парни, а не какие-то матерые преступники, то их сразу же ловят на месте преступления. И такие случаи вымогательства как раз таки и делали основную статистику черной руки. То есть простые иммигранты, никак не связанные с преступностью, тоже начали прибегать к такому методу, ведомые какими-то личными обидами или же наоборот банальной жаждой наживы. И это действительно было выгодно.
То есть смотрите, от тебя требуется только лист бумаги, ручка, чернила, но естественно чуть-чуть фантазии, чтобы украсить письмо цветастыми угрозами и изображением кинжалов, крови, да вообще чего угодно, что только может прийти в голову, чтобы еще больше усилить этот устрашающий эффект. В 2 случаях из 3 вам заплатят. Вот и представьте, что при первоначальных инвестициях всего в пару центов, на выходе вы получите несколько сотен, а то и тысяч, при этом вообще никак не напрягаясь. То есть капитализм, счастье, все как мы любим. Поэтому неудивительно, что к такому методу заработка приобщались все больше итальянских иммигрантов. Но, поскольку, повторюсь, это были простые люди без какого-либо криминального опыта, как правило, их сразу арестовывали на месте преступления. Но это в лучшем случае. А в худшем они могли отправить письмо не тому человеку, а именно жертве, которая могла быть связана с мафией или Каморрой. И тогда ему очень повезет, если его сразу арестуют. Но и бывали случаи, когда черную руку использовали в своих личных целях. Например, невезучие торговцы устраивали фиктивные поджоги, чтобы получить выплаты по страховке, ссылаясь на угрозы со стороны черной руки. Или был случай в Балтиморе, когда в 1908 году один торговец, чтобы избавиться от конкурента, сам стал отправлять ему письма черной руки. Или был еще один интересный случай, напоминавший, кстати, один из приведенных мною примеров. Один бакалейщик уволил своего работника. Этот работник, утверждая, что работодатель должен ему денег, решает запугать его тем, что является членом общества черной руки. Но также интересны взаимоотношения между мафией и черной рукой. Как я уже говорил, изначально мафиози очень презрительно относились к вымогателям черной руки. И даже более того, боссы мафии сами выступали защитниками от черной руки для своих сицилийских общин. Но это лишь на поверхности. Но если копнуть чуть-чуточку глубже, то ситуация была уже не такой однозначной. Да, многие мафиози презрительно относились к черной руке, но со временем вот эти вот границы стали потихонечку стираться. Начали появляться все больше вымогателей, которые были связаны с мафией. Более того, некоторые будущие боссы американской мафии сами начинали с вымогательства черной руки. Самым интересным примером был Джо Пинцоло, будущий босс семьи Лукчези. В 1908 году он был арестован, когда попытался установить взрывное устройство. В его кармане было обнаружено письмо черной руки. Оказалось, что Пинцоло, который, кстати, был сицилийцем, работал в банде под руководством калабрийца Джузеппе Кастабиле, которого называли лидером Каморры. И вот на этом примере мы видим, как внутри итало-американского преступного мира постепенно начали стираться этнические границы, вот именно благодаря черной руке. Но мафия на то она и мафия, чтобы абсолютно из любой ситуации извлекать выгоду, и она стала использовать черную руку в своих целях. Но тут скорее речь идет не о финансовой выгоде, а о контроле и влиянии, которые мафия упрочила благодаря страху перед черной рукой. Интересен пример Питтсбурга. Григорио Конти, босс мафии Питтсбурга и, самое главное, уважаемый член местной итальянской общины, выступал в роли защитника от черной руки. Но оказалось, что он втайне работал с местными каморристи во главе с калабрийцем Фердинандо Мауро и его партнером Фортунато Калабро. Он давал им наводки, с кого можно трясти деньги. Получив письмо, жертва платила и надеялась, что все, больше ее беспокоить не будут. Но вскоре после первой выплаты отправляли еще одно письмо, но уже с гораздо большей суммой. И тогда жертва была вынуждена обратиться за помощью к Конти. Жертва предлагала деньги или ответную услугу в обмен на помощь. И Конти, конечно же, великодушно решал проблему. С тех пор жертва была полностью обязана Конти. Помимо этого, Конти еще получал свою долю от каморристи за наводки и от первой выплаты жертвы. Вот именно вот это и был классический элемент контроля мафии. И примерно по такому принципу она действовала в других городах.
Фактически «Черная рука» стала неким трамплином для налаживания отношений между преступными сообществами в итальянском преступном мире. Также хотелось бы привести пример с Джузеппе Морелло, боссом семьи Морелло в Нью-Йорке и капо dei Capi. Морелло также выступал в роли защитника и посредника между «Черной рукой» и ее жертвами и, естественно, сам давал наводки вымогателям, кому отправлять письма. Однажды его земляка, доктора Джузеппе Романо, стали доставать письмами с «Черной рукой» с требованием заплатить. Как только вмешался Морелло, сумма платежа снизилась от $1000 до 100, которые сам Морелло великодушно и заплатил. Но Романо после этого фактически буквально принадлежал Морелло. То есть, когда кто-то из членов его боргаты или же родственников заболевал, доктор Романо лечил их бесплатно. Более того, Романо даже в будущем будет вынужден лжесвидетельствовать на суде в пользу Морелло. Вот именно так мафиози использовали «Черную руку» в своих целях, извлекая не финансовую выгоду, а получая полный контроль над своими соотечественниками. В сицилийском культурном контексте такой тип арбитража рассматривался как фактически законное осуществление власти мафии, когда мафиоза выступает защитником и посредником между жертвой и бандитами. Мафиозный босс Джо Банана вспоминал, что члены его боргаты в Бруклине помогали соотечественникам с едой и жильем, а также найти врача, если их дети болели. По словам Банана, оказывая такие различного рода услуги, человек чести делал себя незаменимым для общины, что давало ему полный контроль над ней. Но как бы мафия не сотрудничала с Каморристи или простыми вымогателями «Черной руки», не нужно забывать, что «Черная рука» – это все же хаотичное и неконтролируемое явление, и в связи с чем даже в тех районах, которые контролировались мафией, все равно случались взрывы и убийства. В 1907 году в Чикаго видные члены итальянской общины сформировали организацию под названием «Mano Bianca», то есть «Белая рука». Это была первая систематизированная попытка итальянцев противостоять «Черной руке». Но самое интересное, что среди видных меценатов, спонсирующих это начинание, оказались члены мафии. Белая рука служила неким средством для верхушки мафии для контроля над преступностью. То есть, иными словами, Белая рука фактически легализовала попытки мафии контролировать преступников низшего звена в подконтрольных им итальянских общинах. Примерно то же самое было на Сицилии. На острове в то время была не только мафия, но и разрозненные разбойничьи банды. Между мафией и бандитами были примерно такие же взаимоотношения, как с вымогателями «Черной руки» в США. То есть они сотрудничали, и мафия даже иногда использовала бандитов в своих целях, одной рукой создавая проблему, а другой давала ее решение, выступая посредником между ними и их жертвами. Некоторых лидеров разбойничьих банд даже принимали в мафию. Но, естественно, были и такие, кто не хотел сотрудничать. И тогда мафия использовала местную полицию для их устранения. Вот для таких целей и существовала Белая рука, чтобы избавляться от тех, кто не хотел подчиняться. Вскоре такие организации Белой руки стали появляться и в других городах. Естественно, проблему с «Черной рукой» они вообще никак не решали, поскольку, как уже было понятно, Белая рука в большинстве случаев служила лишь просто ширмой для деятельности мафии. Как бы то ни было, но деятельность «Черной руки» пошла на спад с началом сухого закона, а в 1930-е годы деятельность «Черной руки» фактически сошла на нет, а в скором времени превратилась в нечто вроде страшилки, которая передавалась из уст в уста итальянскими иммигрантами. Непонятно откуда и непонятно как появившаяся, «Черная рука» точно таким же непонятным образом просто взяла и испарилась. Все, то есть ее однажды просто хоп и не стало. Но она сыграла очень важную роль в итало-американском преступном мире, положив начало сотрудничеству между представителями различных этнических групп внутри общины, что очень серьезно повлияет на дальнейшую американскую Коза Ностру.